В иранских СМИ в последние дни все чаще появляются публикации о том, что США и Израиль готовятся к новой военной кампании против Ирана. По мнению тегеранских аналитиков, обстановка вокруг Исламской Республики вновь приближается к критической точке, а повторное нападение может произойти уже в ближайшие месяцы. Эти опасения подкрепляются как утечками из американских источников, так и заявлениями высокопоставленных военных США. Командующий корпусом морской пехоты Соединенных Штатов генерал Эрик Смит в недавнем обращении заявил: «Следующая битва уже в пути. Поверьте, она начнется совсем скоро». Эта фраза была воспринята в Иране как прямое предупреждение о готовящейся военной операции, особенно на фоне растущей активности американских и израильских спецслужб в Персидском заливе и усиления союзных баз на территории Иордании и Саудовской Аравии. На этом фоне лидер исламской революции, аятолла Сейед Али Хаминеи, выступил с заявлением, адресованным напрямую США и, по всей видимости, Израилю. «Америка угрожает нам военной силой. По моему мнению, такая угроза неразумна. Война, развязывание войны, нанесение ударов – это не односторонний процесс. Иран способен нанести ответный удар и обязательно ответит. Я даже полагаю, что если американцы или их агенты совершат ошибочный шаг, именно они понесут наибольшие потери. Разумеется, война – это плохо. Мы не ищем войны. Но если кто-то начнет действовать, наш ответ будет решительным и бесспорным», – заявил Хаминеи. Тем временем в военной сфере Тегеран продолжает укреплять оборонный потенциал. Иранские СМИ сообщили о получении первой партии из 40 китайских истребителей J-10C в рамках соглашения об обмене на поставки нефти по льготной схеме. Эти машины значительно усиливают боевые возможности иранских ВВС, особенно с учетом того, что их интеграция позволяет перекрыть воздушное пространство над Персидским заливом и создать угрозу для израильских объектов на расстоянии до Тель-Авива. По данным источников в оборонных кругах, в 2026 году Тегеран может дополнительно приобрести российские истребители Су-35, причем сделка, как сообщается, будет профинансирована китайской стороной. Это свидетельствует о том, что военно-техническое сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином выходит на новый уровень. С появлением этих самолетов у иранских ВВС теоретически появится возможность наносить удары по целям на территории Израиля, используя для дозаправки авиабазы в Йемене, где размещаются союзные силы хуситов. Параллельно в западных экспертных кругах усиливаются опасения, что возможная война между Израилем и Ираном может перерасти в ядерное противостояние. Бывший начальник штаба экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Лоуренс Уилкерсон, в интервью программе Going Underground заявил: «Израиль может применить ядерное оружие в следующей войне с Ираном. Возобновленная война с Ираном станет для Израиля экзистенциальной. Иран сокрушит Израиль и разрушит его. Что сделает Биньямин Нетаньяху? Он окажется перед лицом краха государства и собственной политической и личной катастрофы. Это меня действительно тревожит, потому что, на мой взгляд, слишком мало реальных ограничителей его способности применить одно из примерно 200 ядерных боеголовок, которые, как мы полагаем, находятся у Израиля». Заявления Уилкерсона вызвали широкий резонанс в Иране, где официальные лица в ответ подчеркнули: если начнется новая война, Иран больше не будет сдерживаться. По словам представителей корпуса стражей Исламской революции, Тегеран рассматривает любую агрессию как повод для тотального ответного удара по всем военным и энергетическим объектам противников в регионе. В иранской прессе все чаще звучит предупреждение, что вторая война может привести к необратимым последствиям, вплоть до ядерного холокоста на Ближнем Востоке. Общее ощущение в Иране сегодня – тревожное ожидание. С одной стороны, страна демонстрирует уверенность в своей обороноспособности и союзах с Китаем и Россией. С другой – растущее давление со стороны США и Израиля. Информационные вбросы о готовящихся ударах и заявления американских генералов формируют атмосферу, в которой даже малейшая ошибка может привести к масштабной эскалации.
И если до сих пор обе стороны старались избегать прямого столкновения, то теперь, как отмечают эксперты, ситуация опасно близка к точке невозврата. Помимо иранского вопроса, издание The National Interest сообщает, что намерение США вернуть под свой контроль авиабазу Баграм вызвало новую волну обсуждений вокруг роли Вашингтона в Южной и Центральной Азии. Этот объект, некогда ставший символом 20-летнего присутствия США в Афганистане, вновь оказался в центре геополитических споров. Если Вашингтон решится на возвращение, это станет не просто техническим шагом, а сигналом о стремлении Америки восстановить влияние в стратегическом сердце Евразии. Расположение базы делает ее уникальной. Менее 1000 миль до Ирана, около 400 до китайского Синьцзяна и менее 800 до пакистанского порта Гвадар, что дает США редкий плацдарм для наблюдения и сдерживания сразу 3 геополитических соперников – Ирана, Китая и России, чьи границы хоть и не примыкают напрямую, но также находятся недалеко от Афганистана. Баграм обеспечивает относительную автономию и безопасность, позволяя контролировать важнейшие направления – Восточный Иран, Западный Китай и зоны российского влияния в Центральной Азии. Для Ирана перспектива возвращения США крайне нежелательна. Восточные рубежи страны остаются уязвимыми, а американское присутствие позволит активнее следить за военной деятельностью Тегерана, включая передвижение корпуса стражей Исламской революции и маршруты контрабанды. Даже без размещения авиации одно присутствие американцев вынудило бы Тегеран перераспределять оборонные ресурсы, создавая новый вектор давления – с суши, а не только с моря. Китай воспринимает возвращение США как угрозу своим проектам пояса и пути и, вероятно, усилит меры безопасности, увеличит контроль над транспортными и экономическими коридорами. Россия будет использовать дипломатические и военные рычаги, укрепляя связи с Ираном и Китаем, а также оказывая влияние на страны Центральной Азии, чтобы ограничить возможности США. Индия, как обычно, займет осторожную позицию. Сдерживание Китая важно, но открытое одобрение американской базы может вызвать раздражение Пекина, поэтому Нью-Дели ограничится неофициальным обменом информацией и поддержкой стабилизационных инициатив. Сам процесс возвращения США на базу будет сложным. Необходимо восстановить инфраструктуру, энергоснабжение, системы связи и обеспечить безопасность. Любое вмешательство извне может замедлить процесс, а часть афганских сил может воспринимать присутствие американцев как угрозу, создавая риск локальных конфликтов. Таким образом, возможное возвращение США в Баграм выходит далеко за рамки афганской политики. Это часть новой геополитической конфигурации, где каждая держава защищает свое влияние и стратегические интересы. Для Вашингтона это шанс укрепить присутствие и контроль над ключевыми направлениями. Для его оппонентов – вызов, требующий ответных шагов. Превратится ли Баграм в точку стабильности или новую линию напряжения, зависит от осторожности действий США и способности региональных игроков реагировать на любые изменения. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.